Привет всем, кто смотрит канал «Сумерки богов». Это канал для тех, кому не безразлична судьба музыкального театра. Если вы нажмете на колокольчик справа от кнопки «Подписаться» под этим видео, то не пропустите ни одного нового выпуска нашего канала. На ресурсе Vimeo выложены новые лекции про оперу «Мертвый город» Корнгольда и «Свадьбу Фигаро» Моцарта, премьеры которых ожидаем в ноябре в Мюнхене и Париже соответственно. 12 ноября в музее Цветаева я читаю лекцию об опере «Князь Игорь Бородина». Запись на таймпэде, ссылка тоже внизу. 8 и 10 ноября в Петербургском киноцентре «Родина» у меня две лекции в рамках фестиваля Digital Opera. Первая о музыкальной критике в наше время, вторая об опере «Сказка о царе Салтане» Римского-Корсакова. В рамках этого фестиваля будут показаны записи знаменитых оперных спектаклей, в том числе последних работ Дмитрия Чернякова. Продолжается конкурс на лучший комментарий здесь, в YouTube. А приз – билет на концерт 1 декабря в Зарядье, в котором принимает участие меццо-сопрано Лена Белкина и Венский камерный оркестр. 1 ноября Венская государственная опера транслировала у себя на сайте спектакль «Макбет». Опера Верди с участием Пласидо Доминго. В соцсетях загодя появились комментарии в духе «Утрись, проклятая Америка», и я решил заплатить свои кровные 15 евро, чтобы послушать звезду в его коронной ныне баритоновой партии. Конечно, так потратиться меня заставило огромное количество и негативных комментов поклонников песни «Подмосковные вечера» в исполнении Доминго. К сожалению, там было много такого, что в приличном обществе не озвучивается. Но главное и мое любимое, мне, наверное, платит движение МИТУ. Ну и так по мелочи, я ничего в жизни не добился, я ничто по сравнению с великим артистом. Ну и так далее, что могут писать люди, которые знают только в жизни одно чувство — зависть, а про несчастье Доминго в нынешнее время читали в «Комсомольской правде». Мне же, как человеку, который помнит Доминго в хорошей форме и не раз слышавшему его в лучшие годы, все же не по себе от того, что этот артист сам уничтожает все хорошие воспоминания о себе. Как я говорил много лет назад, еще описывая поздние выступления Плисецкой или Архиповой, зачем люди сами царапают ногтем по собственному постаменту? Тогда, правда, МИТУ никаких не было, и фидбэк сложнее было получить в газете, но люди тоже писали возмущенные письма, так что это бесконечный спор о вкусе устриц с теми, кто их ел, как говорил Жванецкий. Я к этому уже привык, как и к хамству, которое сопровождает комментарии этих людей. Хамство им заменяет аналитическое мышление и причинно-следственные связи. Но я со своим вечным стремлением «хочу все знать» отправился на сайт Венской оперы, театра, который в последнее время меня бесконечно разочаровывает, причем намного чаще, чем раньше, лет 30 назад, радовал. Я уже много раз рассказывал, что тогда уже все в Вене критиковали Холлендера за управление, а сегодня Мейер превратил театр в настоящий отстой. Я не помню за последние годы ни одной приличной постановки. Вот что значит назначить директором театра бывшего директора концертного зала, да еще позволить руководить такой неповоротливой структурой без главного дирижера. Но уже немного осталось, скоро будет новая власть, и, кстати, радость для курензисток. Музыку Этерну начнут арендовать на барочные постановки. А пока домучивается последний сезон Мейера перед тем, как уехать ему в Милан и начать все портить в Ломбардии. Украсить этот сезон могут политические акции, потому что нынче любое выступление Доминго превратилось заведомо в политику и мало имеет отношения к художественному творчеству. Невозможно серьезно считать полноценным выступлением артиста, когда у него стариковская стать и на крупных планах видно все время, как он по-стариковски так шамкает ртом, или не может сам надеть шинель, путается в рукавах. Ему так хочется помочь и, конечно, его пожалеть. До слез обидно видеть артиста, которого всегда отличалась естественность, легкость, музыкальность, а сейчас он все время хлопочет лицом, изображая необходимые чувства Макбета, но все время выходит одно и то же выражение лица, в котором чувствуется только одна насущная проблема – уменьшение налогов. Не зря же он в Барвихе выступал, когда вокруг ели и пили. Говорят, что гонорар забирал чемоданом, а потом требовал private jet, чтобы избежать встречи с таможней. Не, ну правда, бог с ними, с деньгами, которые артист получает за свои некачественные выступления. Если находятся люди, которые готовы заплатить за то, чтобы подышать с ним одним воздухом, то и на здоровье. Но невозможно не услышать, что все вокальные линии прерывистые, то все время идет напряжение, которое лично мне мешает. Качание в голосе – это то, с чем артист не должен выходить на сцену никогда, ни в каком возрасте. Ну, может быть, раз в 5 лет, чтобы отметить в кругу друзей-пенсионеров очередной круглый день рождения. Но это все было бы ничего. Злая
волшебница сойдет и так, старые меха для нового вина и все такое. Но если бы не было арии Макбета в последнем акте, вот тут как раз короткие дыхания, качания, хрип, остатки былого голоса служат плохую службу артисту. Тем более, что он уже устал к этому моменту. Ну, конечно, орали знатно, а ему того и надо, можно передохнуть. Правда, чтобы быть честным, в Вене он больше старался, чем в Крокусе. В Москве эта ария совсем не вышла. А здесь, ну, кое-как. Подвиг, конечно, что он выходит и поет от начала до конца целую оперу Верди своим постаревшим тенором, старательно изображая баритона. Но мне было просто неприятно видеть, как он все это вымучивает. А самое главное, мне тут пишут, все равно никто лучше не поет. Да, после такого вообще никто ничего не сможет петь. Ведь люди видят и слышат, что гонорары платятся и билеты продаются на плохое пение, которое нельзя как полноценное исполнение воспринимать. Так и создается эталон. Теперь можно все, самое некачественное пение уже не будет восприниматься как плохое после таких бенефисов звезды. А публика, ну что публика, беснуется. Она увидела трюк, как в цирке, когда обезьянка делает сальто и раз, и два, и 100, и 1000. Смотрите, она еще живая. И да, конечно, надо поддержать певца в его борьбе с американской беспардонной демократией. Надо дать ему понять, что происки всяких там дурацких теток, которых он хватал за разные места, не пройдут. Впрочем, окружали бенефициара певцы не лучшего качества. Сами понимаете, ему не нужен приличный фон, а то ведь все иначе будет восприниматься. Кстати, и дирижер Джанпаоло Бизанти тоже с неба звезд не хватал, очень старался помочь главному артисту, но не всегда у него получалось, не совпадал иногда даже и с хором. Но кому до этого есть дело? А вот Татьяна Сержан из Мариинского театра вновь продемонстрировала для меня, что звездой она может быть только на петербургском безрыбье. Ни одна верхняя нота не прозвучала ни до, ни си. Каждую певица вымучивала каким-то тихим писком, типа «я музыкальная и могу все на пьяно». Так обычно старые примадонны делают, когда уже нечем отоваривать вверх. Иногда даже руку поднимала вверх, чтобы дотянуть, но ничего дотянуть не удавалось. Чувствуется лирическая природа этой певицы, которую жизнь заставила взяться за драматический репертуар. Но если недавно она его еще пела, то сейчас это весь вечер певческое химиченье. Там пошептать, тут крикнуть. Ни в одном выходе на сцену не было полноценного вердевского пения. Кстати, и актерски это очень было несерьезно. Провинциальная это была леди Макбет. Не любила она ни власть, ни мужа. Холодная была. Крупные планы — это, конечно, такой ужас для певцов. Видно сразу, как одни вроде Доминго все время мельтешат, а другие вроде Сержант выходят на сцену с холодным сердцем. Впрочем, да актерство ли тут, когда столько проблем с пением? Голова точно только этим занята. Публика, кстати, тоже мало аплодировала Сержанту. То есть дедушки прощают плохое пение, но это не значит, что простят и другим артистам. Никогда не слышал таких вялых аплодисментов после первой сопрановой арии. Но ничего, в финале клакерами догонят. Да и туристы, наверняка на этот раз покупавшие билеты у перекупщиков за сумасшедшие деньги, должны были добрать ладошками все на сумму переплаты. «Банка» в исполнении Райана Грина — это тоже такой уровень молодежной оперной программы, как и «Китаец» с непроизносимой фамилией. Я недавно слышал его живьем в «Богеме», довольно позорно для прошлого Венской оперы и обычно для настоящего. Но бас еще и глушит немного Доминго, хотя это не трудно. Да вообще в этом спектакле все прекрасно. Чудовищная постановка вечного ассистента Кристиана Ретта, который был на побегушках у Гёце Фридриха и Гарри Купфера, а потом много лет возобновлял старые чужие спектакли. Типичная ассистентская концепция, претендующая на образ постмодернистского спектакля. Интересно, обычно сторонники старого Доминго не выносят, когда на сцене камуфляж и шинели, да и гробы на колесиках. Как они пережили на этот раз? Или согласились лишь бы с Доминго?
Спектакль очень проходной и примитивный, но как раз важен для стариков тем, что там все время надо лежать на полу или в кровати, или мало ходить все же. Достаточно стоять и размахивать руками. Все очень темно, многозначительно мрачно, красного кетчупа не жалеют, но даже младенцы, которые в большом количестве шествуют по сцене, не поверят в те образы, что пытаются создать актеры на сцене. Макбет непростой образ. Он не был бы так популярен, если бы с первой минуты выглядел жалким, все время стенающим и плачущим стариком, каким он предстает у Доминго. В общем, после просмотра этого моя попытка отделить оперные котлеты от политических мук потерпела фиаско. Не вижу смысла слушать оперу, когда главное, что от нее требуется, поддержать Доминго в его, как оказывается, неравной борьбе с женским полом. Жертвам много прощается, так что Доминго, если собирался покинуть сцену, скажем, года через 2 в 80, теперь точно задержится. Вот и говорят, в Большом он споет теперь в апреле и продирижирует в Зарядье. О, Доминго дирижер — это тоже короян для любителей подмосковных вечеров в Крокусе на МКАДе, ну или теперь рассвета на Москва-реке в Зарядье. Вообще Вена доведена до ручки. Я недавно слушал тоже запись сказок Гофмана с Перетятькой и Корчаком. Вот там было даже не узнать оркестр, такой тугой и неповоротливый, а это ведь музыканты Винер Филармоникер. Да и хор, который порой творит чудеса в том же Зальцбурге, в родном доме расслабляется в атмосфере этого упадка, который сопровождает все большее усиление туристического элемента. А настоящие меломаны, ох, какие здесь были меломаны в Вене сумасшедшие раньше, уходят из театра. Как и многие, кто предпочитает заплатить 15 евро за возможность выключить спектакль в любой момент трансляции. Мейер добился своего, превратил штатс-опер в бульварный театр, куда ходят посмотреть на милые мордашки его фавориток из Восточной Европы и на стареющих звезд, как бы плохо они ни пели. В финале громко кричали, подарили Доминго даже такой малюсенький букетик цветов. Вот жлобы австрийские. Где наши корзины от губернаторов? Надо все же Доминго окончательно перебраться в Россию. По стопам Депардье, что ли. Тут и букеты ого-го, и деньги нормальные, и настоящая слава. Затопчут любую метушку, кто рот откроет на нашу звезду. А что, квартиру дадут? А корпоративов в Москве столько, что сейчас многие оперные звезды наши в декабре не берут ангажементов на Западе, а по Рублевке гастролируют, да по Николиной горе. Завтра иду на еще одно важное мероприятие — оперный бал в честь 80-летия Лены Образцовой, о котором расскажу вам во вторник. Спасибо, что сегодня вы были с нами. Подписывайтесь на наш канал здесь и в Телеграме. Помните, что мы всегда говорим вам правду. Мы экономим ваше время и ваши деньги. И до новых встреч на канале «Сумерки богов».